ты не хочешь прибавить? Не ворчи, сестренка, в такой вечер грех ворчать. Уже бесчестно. Сереженька, я тебя умоляю, пойдем скорее. Начальник терпеть не может, когда опаздывает. А ты по-прежнему боишься? Конечно, боюсь. Но ведь со вчерашнего дня ты уже не знаешь. Это ничего не значит. Я ее буду бояться через 10 лет, через 20 лет, и даже после смерти. Сергей Дмитриевич. Вы совсем взрослый. Как интересно. Не смейтесь. Я все равно уйду в монастырь. Больше всего на свете я люблю балы. Да. Я буду танцевать. Я не пропущу ни одного бала. Мадам, вы такая хорошенькая. Почему он на меня так пристально смотрит? Машенька сказала, мы с вами похожи. Чем? Характером. Она говорит, что вы такая же, как я, упрямая. Может быть. Я знаю, вы едете в деревню, учитесь, кстати. Вы это тоже знаете? Осуждали. Что вы, ваши намерения благородны. Я вижу печаль.
Хорошо пели. А Машенька бронилась, что я плохо пела. Что вы удивительно пели. Посмотрите, ночь-то какая. Люблю тебя, Петра, творение. Люблю твой строгий, стройный вид. Не вы, державное течение, береговой ее гранит. И как вы решаетесь от такой благодати в Сибирь? А разве там так плохо? Нет, от чего же? Ведь туда ссылают нашего брата за тяжкие преступления, а вы добровольно. Значит, вы сильные? Ой, что вы. Там очень нужны учителя, и никто туда не хочет. А я мечтаю, я буду учить детей. Вы знаете, мне кажется, что если человеку долго внушать хорошее и делать это от чистого сердца, то любой, даже самый плохой человек переменится. Только надо непременно от чистого сердца. Не смей. Я не смеюсь. Ваша убежденность мне по душе. Дай Бог, чтобы сибирские злые ветры не вырвали ее с корнем, не согнули, не заморозили. А как же вы? Лишение для меня играет роль малую. Потом сознание, что ты не один, что ты делаешь это для людей. Вы знаете, Варенька, как хорошо, что мы с вами теперь встретились. Странное чувство, будто с каждой улицей узнаю вас все больше и больше. И у меня.
край там богатый, богатейший край. Пройдет несколько десятков лет, и на месте затерянных жалких деревушек вырастут большие города с широкими улицами, по которым будут сновать экипажи или какие-нибудь удивительные машины. И, может, статься, едете вы в деревню, а годам к 40 окажетесь городской жительницей. Только будете окать по-сибирски. Пойдем, поскорей, поторапливайся. О чем вы думаете? Мечтаю. Что если нашла бы такая вот милая девушка, и она бы так полюбила меня, что согласилась бы ждать долгие годы, и где бы я ни был, я бы верил, нет, я бы твердо знал, что она любит меня и ждет всегда. Всегда. Машенька. Маша, я такая счастливая. Что с тобой, Машенька? Сегодня ночью Сережу арестовали. Наших ребятишек очень, значит, надеемся. Да что, дело хорошее. Да только вряд ли. Что вряд ли? А то вряд ли, что людям делать надо. Мы нажили. Нам работники нужны. Но я не согласна. Твоего согласия никто не спросит. О, ну... У нас народ страха под ломотьем помирает. Такими руками не бук выписывать.
Хотя, конечно, какой дурак может и пошлет своего озорного в школу. Но только вряд ли. Золото навернее. О! О, О! Какое маленькое село. Вот тут, значит, и жить будешь. О, Владимир, Валину, ну как-то что? Чудно. Ну, учитель, махонькая. А что с нее и взять-то? Город, он и есть город. И без валенок. А у них, милая, в городе сроду так. Понятно? Понятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Однако, надеешься? Надеюсь. Ну, надейся, надейся. Топить, что ли? Топить. А может, не топить? Егор Петрович, каждое утро ты будешь топить в классе печь. Я отменю свое распоряжение только в 3 случаях. Когда не будет дров, когда настанет весна, или когда, не дай бог, сгорит школа. Это что же за диковина такая? Это, Егор Петрович, глобус. Изображение планеты нашей, Земли. Ты знаешь, что Земля наша вертится? И куда же она вертится? Что это? Вот он с женой разговаривает. Почему никто не заступится? Убьет. У него сила. Он лошадь застрянет с возом. Сейчас распрягет, а сам углоблит. Сила. Куда? Куда? Говорю, найду силу, а ведь товарок найду. Стой! Стой, говорю! А? Это учительница. Кто такая? Я учительница. И этого безобразия не позволю. Слышите? Дядя, уберите его. Уберите его. Ой, Господи. Убери! Ой, Господи.
дети были в школе. Я начинаю занятия. Если бы ты знал, как мне трудно. Но я должна с ними дружить. Ведь мы же договорились. Господи, сделай так, чтобы ему сейчас было хорошо. И чтобы он не думал обо мне. Вот еще нос у меня уточкой. Ростом я маленькая. Состарится поскорее, Господи. Эй, учительница! Ой, мамочка, ой, миленькая, боюсь. Здравствуйте, Варвара Васильевна. Здравствуй, Егор Петрович. Надеюсь. Ну, надеюсь. Как вы решаетесь от такой благодати сидеть? Но ведь туда ссылают нашего брата за тяжкие преступления. А вы добровольны. Значит, вы сильные? Ваша убежденность мне по душе. Дай Бог, чтобы сибирские злые ветры не вырвали ее с корнем, не согнули, не заморозили. Ну что ж, дети, начнем урок. Да, начнем урок. Прежде всего, дети, познакомимся. Меня зовут Варвара Васильевна. Повторите мое имя. Варвара Васильевна. Правильно, дети. Проходите. Садитесь. Теперь скажите мне, как вас зовут. Но прежде чем ответить, каждый из вас должен встать. Разговаривать со старшими нужно стоя. Поняли? Поняли. Ага. Поняли. Ответь мне ты. Как зовут тебя? Чей ты сын? Я проф. Воронов. Горщика сын. Понятно? Ага. Как здоровье отца? А чё его? На мокруши камень ищет. Садись. А тебя как зовут? Цыганков. Ефим. Пригладь вихры. Садись, Ефим. А ты чей? Иван Зернов. Садись.
А ты чья? Острогова Дуня. Садись. Прежде всего, дети, я поздравляю вас с началом занятий. С сегодняшнего дня вы не просто мальчишки и девчонки, вы ученики. Вы научитесь читать, писать, считать. Вы будете грамотны. Я расскажу вам, почему день сменяет ночь, кто живет за морями, почему дует ветер, куда текут реки. Я научу вас мечтать. Варвара Васильевна. Здравствуй, Борис Петрович. Здравствуйте, дети. Здравствуйте. Садитесь. Воронов, проф. Здесь. Проф. Да, все. Отвечай, урок. Стихотворение Николая Алексеевича Некрасова. Школьник. Ну, пошел же, ради бога, проф. Ну, пошел же, ради бога, небо, снежник и песок, невеселая дорога. Эй, садись ко мне, дружок. Дети, это называется глобус. Он изображает нашу планету, Землю. Когда вы тоже будете учиться в школе. Понятно? Понятно! Здравствуйте, Варвара Васильевна. Здравствуйте, Анастасия Ивановна. Варвара Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте, Петровна. Варвара Васильевна, Здравствуйте. как сынок мой? Проф очень способный мальчик. Его в гимназию надо отдать. Гимназию? Нам работник нужны. Мы нажили. До свидания. Зашла бы шанишек покушать. Спасибо, зайду. Заходи. Гимназия. Тань. Здравствуйте, дети. Здравствуй, Варвара Васильевна. А где Дуня? Варвара Васильевна, у Дуни Остроговой нынче ночью изба обвалилась. Селенка придушила. И Мишка. Идем с ним скорее. Учительша. Варвара Васильевна, уж не убежайте. Заходите ко мне.
Прямо ко мне. Спасибо, я только сначала к Остроговым зайду. Здравствуй. Доченька, у нас теленка задавила, и Мишку тоже. Глупый. В этой избе жить нельзя. Знамо нельзя. Обвалится скоро. Знамо провалится. И вас всех придавит. Знамо придавит. Нужно новую строить. Да где ж нам? Безлошадные ведь мы. Вам помогут. Вам должны помочь. Кто? Я попытаюсь. Сосочки, ножки мои, разменяйте вы помазки мои, помазки мои, Я говорю, что моя жила аметистовая, и я с ней не сойду. А я тебя куплю. О, я не продаю. А я куплю. А я не продаю. Все равно куплю. А я не продаю. Милости прошу. Думал, не придет. А не придет, покается. Потому я, старатель Пухов, человек простой. Я за образование, но не потерплю. Милости прошу. А я молодюшенька, песнима была. Будут нынче жить, а я не буду. Не буду. Я думал, вы не придете. Увидите. Ну что вы? А что мы видите? Остроговых у нас. Там несчастье. Грех, великий грех, престольный наш праздник, несчастьем в душу обращается. Никаких несчастий нынче. Веселись, душа. Выпей со мной, Варвара Васильевна. Спасибо, я не пью. Никакого полного права. Пей. Я не пью. Варвара Васильевна, я образованию поклоняюсь. Ты не глядишь, что у меня борода широка. Зато золото есть. Денег полный карман. Вот они, мои мармулетки. Скромные, заработанные. Хоть что жгу на твоих глазах? А? Спички. Сейчас начнется. Ах ты, Катенька, распузатенька, другу лазила, брови мазала, на улице мы с таким зачем Ты думаешь, ты один дома, а все остальные ели? На, вирус треклятый. Клёш, вылазь. Один? Вот. На, бери, обкаянный сир. Клёш, сама. Бери. А я еще. Подожди. Вы очень богатые и щедрые люди.
Не думайте, что я хочу равняться с вами. Вот мое жалование. 15 рублей. Вы бы меня, конечно, осмеяли, если бы я вдруг потребовала спички и сожгла бы эти мои последние рубли. Мне очень далеко до вас. Все же я не могу оставить их у себя. Я решила их потратить. Отдаю их на постройку дома Остроговой. Вот это по-нашему. Стакан. Ну что за учитель, как она билась? Наша, по-нашему. Для такой не жалкой Катеньки. Люди жертвуют 20 рублей. 25, 30, 60, 40, 45, 50, 55, 60. Эх, что даю? Что больше? Дуни Остроговой новый дом. Написано правильно. Садись, Проб. Дети, когда мы кончим курс обучения в нашей школе, я поведу Боба на экзамен в гимназию. Он обязательно выдержит экзамен, потому что он самый лучший наш ученик. Войдешь в класс 1 и будешь держать экзамен. Главное, не робей. Ты все хорошо знаешь. А я буду за дверьми. Ты выдержишь экзамен и поступишь в гимназию. Ты не устал? Нет, я хочу скорее. Экзаменующихся прошу в зал. Ты все хорошо знаешь. Ты очень хорошо все знаешь. Я здесь. Иди. Что произошло? Тебя выгнали? Нет, я первый решил задачу. Воронов Про.
Иванина, деревни Шатры, Аромыкского уезда. Экзаменуется впервые. Ну, пошел же ради Бога, небо, ельник и песок, невеселая дорога. Эй, садись ко мне, дружок. Ноги боссы, грязно тело, и едва прикрыта грудь. Не стыдись, что за дело? Это многих славный путь. Скоро сам узнаешь в школе, как архангельский мужик по своей и Божьей воле стал разумен и велик. Как мой ученик, проф. Воронов. Каких у вас нет? О, способный. У него по всем предметам одинаковые отметки. 5, 5, 5. Но гимназия это не для него. Он не будет в число учеников. Почему? А кто будет за него платить? Я полагала, поскольку у него редкие способности, он мог бы на казенный счет. Ну, предположим, что даже нам удастся этого добиться. Но я лично не могу допустить, чтобы в уверенном мне учебном заведении дети нищих и миллионеров сидели на одной скамье, играли в одни игры, беседовали. Они, в основном, общались ежедневно. Я противник либерального подхода к этому вопросу. Ну, позволь. Очень сожалею, но мои убеждения на страже государства. Истинный. Варвара Васильевна, я ответил на все вопросы. Я ничего не забыл. А когда читал стихи, они меня хвалили. Я решил задачу раньше всех. Почему? Почему они меня не приняли? Я не пойду домой. Я хочу туда. Я хочу учиться. Понятно? Не надо. Не плачь. Ты будешь учиться. Придет такое время. Слышишь, проф? Не надо отчаиваться. Пойдем. Ну что ж, дети, начнем урок. С сегодняшнего дня, дети, вы не просто мальчики и девочки, вы ученики. Вы научитесь читать, писать, считать. Вы будете грамотными, а потому сильными. Вас не смогут обмануть злые люди, потому что вы будете многое знать. Очень прошу, звони. Очень прошу, звони, пожалуйста. Не могу. Время не вышло. Время давно уже вышло. Не вышло. Вышло. Умоляю тебя, звони, пожалуйста. Я не могу, чудак ты человеку, Варвара Васильевна. Характер. Ну, хочешь, я перед тобой на колени стану. Что ты? Что я, Божья Матерь? Время выйдет, позвоню. Значит, мил человек, отказываешься? Звонить? Отказываюсь.
разве ты не знаешь, что во время уроков в класс входить нельзя? Да я говорил, однако он не хочет ждать. Кто он? Да мужчина такой упрямый. Я говорил, а он говорит, я 3 года ждал. Вы... Я. Откуда? Я отбыл срок ссылки, дорогая моя. Вам скучно было? Что вы? У меня есть, например, проф. Это такой способный мальчик, самородок. У меня была с ним грустная история. Я вам непременно его покажу. Впервые, когда я увидела эти девочки, они тогда совсем маленькие были, я подумала, это мои сестры. Я вижу, вы тут совсем обжились. И друзья у вас, вот и сестры. Прошло ведь целых 3 года. Вы думали обо мне? Конечно. Ждали? Да. Спасибо. Спасибо, любимая. И как я мог без вас 3 года? И под тюрьмой, по ссылкам. Впрочем, у меня была большая радость. Я узнал Ленина. Кто это? О, это великий революционер. Это могучий ум и огромное сердце Варенька. С ним яснее цель и решительнее борьба. Вы понимаете, вдохновение. Я вас непременно с ним познакомлю, и вы будете его солдатом. А он? Что он? Как он отнесется ко мне? Конечно, он вас полюбит. Тем более учительница в глушь уехала. Что с вами, Варенька? Я счастлива. Вы никуда не уйдете. Мы обвенчаем. Варенька, мне всегда грозит опасность. Сергей, где бы вы ни были, что бы с вами ни случилось, я всегда с вами. Спасибо, родная. Спасибо. Пусть будет скорее завтра. Мои подружки нарядят меня. И песни нам будут петь. Эх, если бы сейчас пожар, я бы ее из огня выхватил и спас бы. Я вижу, вы тут за 3 года покорили всех, Варенька. Что вы? Просто я учу их детей грамоте. Ну, и что можно делаю. Они тоже для меня стараются. Видите, пир нам устроили. Ну, сначала, конечно, не просто было. Чужая я им была. А теперь даже окон стали. Помните, я вам предсказывал? Однако пойдем поскорее, поторапливайся. Неправда, я так не могу. Оконьте. Это нехорошо.
Ну, Павел Трофимович, ударь. Чудесно танцует. А вы помните, как мы с вами? Еще бы. Я, Ваденька, все до мельчайших подробностей помню. И как мы кружились. И как стояли у колонны рука в руке. Голька! Что вам угодно? Мартынов? Да. Сергей Демидович? У меня кончился срок ссылки. Ничего не знаю, приказано арестовать. Собирайтесь. Варенька, родная моя, хорошая. Я не думал, что это случится так скоро. Прости, любимая. Я вернусь. Вернусь, не плачь. Не плачь. Хватит, хватит. Сережа, Идите. Ну?
работай, да не трусь. Вот за что тебя глубоко я люблю, родная Русь. Не бездарна та природа, не погиб еще тот край, что выводит из народа столько славных, то и знай. Ты почему опоздал? Не было целого. Иди, садись. Что случилось? Ты же знаешь, что еще нет перемены? Нет, есть перемена. Всем перемену сделали. Царя скинули. Перемена! Варенька, я еду в Питер на партийный съезд. Мы проведем его тайно от Временного правительства. Ленин в подполье. Но он будет руководить съездом. Начинается пора великих битв. Вся страна поднимается, Варенька. Ну, теперь расскажи ты, что думают, что говорят тут у вас крестьяне? Да разное. Буков, например, в бешенстве. Воронов радуется. Острогова доволен. Ты должна рассказать крестьянам, что такое Советы, кто такой Ленин, за что он борется. Извини меня, Сереженька, я все свою. Ведь тогда дети крестьян смогут учиться в средних и высших учебных заведениях. Конечно, Варенька, конечно. Значит, проф. Воронов будет учиться. Обязательно, Варенька, обязательно. Все пути для него будут открыты. Выбирай любой. Мы еще удивим мир, Варенька. Здравствуйте, дети.
Да, вы уж теперь не дети стали. А для меня вы все те же дети, которых я грамоте учила, уму наставляла. Вместе с вами мечтала. Будет время. Время это пришло. Широкие пути открылись теперь для вас. Выбирай любой. А вы знаете, что недавно в Москве сказал товарищ Ленин? Что сказал товарищ Ленин? Товарищ Ленин сказал, главное сейчас для вас учиться, учиться и учиться. Двери всех училищ открыты сейчас для вас. Иди, учись. Проф, помнишь, как 8 лет тому назад ты плакал, когда тебя не приняли в гимназию? Теперь тебя примут туда, как самого дорогого гостя. И ничего, что ты беден, теперь это не позор. И ничего, что тебе уже 18 лет. Я всегда помогу тебе. Не гневайся на меня, Дуня. Если он любит тебя, он вернется, и вы поженитесь. Вот я ждала жениха 3 года. И все помнят, как он пришел, как мы венчались и гуляли в этой самой избе. И теперь я снова жду и знаю, будет день, он придет. Ну, проф. Какое большое, какое прекрасное село. Эй, тетка! Далеко здесь село Шатры? А вот это и есть село Шатры. А вы, случайно, не знаете? Не живете учить Мартынова? Знаю. А зачем она тебе? Да вот я мужа ее, комиссара везу. Его в бою под Мурзинкой ранил. Так он велел жене в Шатры везти. Сергей. Ты? Я, родной мой, я. Варенька, ну вот и доехал. Дорогой мой, Сережа. Хорошо. Родной мой, Сережа. Снимите меня на землю. Сереженька, вот как славно, что вы нагнали меня. Я все жду. У нас тут на той неделе кто-то слух пустил, будто тебя видели.
Но я просто поверить боялась. И вдруг эта телега. Варенька, ты со мной. Значит, все, как я хотел. Я оглядываюсь на свою жизнь и не краснею перед своей совестью. Я не жалел сил для счастья людей. Я был коммунистом, Варенька. Верность нашему делу завещаю тебе. Ты жить должен, мой дорогой, мой золотой, мой единственный. Так люблю тебя, так люблю тебя. А нас все разлучали, все разлучали. Теперь ты вернулся ко мне навсегда. Всю жизнь я любил тебя, жена моя милая. Эту любовь я оставляю с тобой. Храни ее. Я не пущу тебя, не пущу, не отдам. Слышишь? Трекопытов Федор, Зернов Николай, Зернова Феня, Цыганкова Маша, Воронова Варя, Буков Никита. Тут. Никита, почему ты неделю не был в школе? Разве ты не слышишь, что я тебя спрашиваю? Слышу. Почему ты мне не отвечаешь? Ты не хочешь сказать мне неправду? Тебя не пускал отец? Садись. Садись. Начнем урок. Откройте тетради. И слушайте меня внимательно. Сегодня мы разберем предложение на пройденные правила. Пишите. В нашем селе начала коллективизация. Коллективизация. Что это за предложение? В нашем селе началась коллективизация. Определите, подлежащее это предложение, сказуемое. Есть ли в этом предложении обстоятельства места, времени и образа действия? Нынче ночью вас хотят
зарезать, а школу сжечь. Школу сжечь. Не ждали? Не ждали. Мне сон приснился страшный. Будто вы собирались ко мне резать меня, а школу сжечь. Ну вот, я и пришла. Я детей ваших всю жизнь в этой школе учила. Как слепые котята приходили они ко мне, тыкались, а я их грамоте, добру, правде учила. Иные теперь летают высоко. Ну вот, меня убить нельзя. Тогда надо убивать всех детей, которых я выучил. Сосчитайте, сколько их. Они правду мою знали. Убить меня хотите? А я-то дура, к вам по-хорошему, с добрым словом пришла. О детях с вами говорить. Вы звери, оружие на вас надо. Убьете вы меня, это вам не поможет. Все равно будут колхозы, будут школы, всюду дети мои. Ну! Ворон! Здравствуйте, Егор Петрович. Не волнуйтесь, Евдокия Ивановна, не волнуйтесь. У нас очень хорошие дети. Но только помните,
Школа без дисциплины, мельница без воды. Спасибо. Надейся. Надейся. Здравствуйте, дети. Здравствуйте, Варвара Васильевна. Вот ваша учительница, Евдокия Ивановна Острогова. Любите ее и слушайте. Поздравляю вас, дети, с началом занятий в новой школе. Спасибо. Как тебя зовут? Татьяна Острогова. Татьяна Острогова. А меня Спартак. Как? Спартак Дернов. Хорошо, Спартак, садись. Варвара Васильевна, Чего тебе, Егор Петрович? вас там просят. Профессор. Евдокия Ивановна, продолжайте урок. Начнем урок. С сегодняшнего дня вы не просто мальчики и девочки. Вы ученики. Я научу вас читать, писать, считать. Вы будете многое знать. Когда-то, давно, я сама училась в этой школе. Тогда на этом месте стояла маленькая и темная избушка. А учила нас Варвара Васильевна. Варвара Васильевна. Проф. Вот ты какой. Какими судьбами? Проездом на Париж. Да, песни твои все получаю. Я никогда не забывал вас, Варвара Васильевна. И школу нашу, и село, и гимназию, и экзамен. Я все помню. Как хорошо у вас тут. Парты маленькие. А помните наш стол? Длинный и скамья. Ты кто будешь? Воронов, Ров, Боршика сын. Понятно? Воронов, Ров. Отвечай, урок. Ну, пошел же ради Бога, небо, ельник и песок, невеселая дорога. Эй, садись ко мне, дружок. Ноги босы, грязно тело и едва прикрыта грудь. Не стыдись, что за дело? Это многих славный путь. Наше село. Вот таким я запомнил его на всю жизнь. И улицы, и трактиры, и ветла, и 3 елочки. Наша школа. Вон там я сидел. Как похоже. Все это сделано руками наших учеников. А это кто такой? Цыганков Ефим? Нет, Цыганков Сергей. Знакомься. Это друг твоего отца, профессор. Воронов Ров. Здравствуйте, товарищ профессор. Здравствуйте, товарищ конструктор. Понятно.
знаете, Варвара Васильевна, мне сейчас так захотелось увидеть товарищей моих. Ребят из нашей деревенской школы. Загадкова, Шалыгина Федя, Стрекопытова. Ванюша Зернова. Да. И узнать, что с ними стало. При советской власти. Да. Мы соберем старых друзей. И они будут слетаться каждый год. Зернов! Здравствуйте, Варвара Васильевна. Здравствуйте. Стрекопытов! Здравствуйте, Варвара Васильевна! Здравствуйте, пионеры! Цыганков-младший. Дуняша. Что? Спокойно. Здравствуйте, дети. Садитесь. Внешнего сочинения будет следующее. Жить – это значит служить Родине. Но прежде чем вы начнете, я хочу вам показать вот это. Я прочту вам последние строки о ней. Таню похоронили без почестей за деревней под плакучей березой, и вьюга завеяла могильный холмик. А вскоре пришли те, для кого Таня в темные декабрьские ночи грудью пробивала дорога на запад. Остановившись для привала, бойцы придут сюда, чтобы до земли поклониться ее праху и сказать ей душевное русское спасибо. И отцу с матерью, породившим на свет и вырастившим героиню, и учителям, воспитавшим ее, и товарищам, закалившим ее дух. И немеркнущая слава разнесется о ней по всей советской земле, и миллионы людей
будут с любовью думать о далекой заснеженной могилке, и Сталин мысленно придет к надгробию своей верной дочери. Смотрите, дети, на эту девушку и запомните ее лицо. Я шел в бой, помня ваши слова. Жить — это значит служить Родине. Сегодня у нас пустили Домну, приезжали фронтовики. Наши танкисты шли в бой, помню Зою. Пишу вам из Колымы. Здесь очень интересная работа. Я работаю маркшейдером на шахте БИС-3. Недавно я представлен в 4-й награде. Дорогая Варвара Васильевна, сегодня овладели город. Говорит Москва. Продолжаем передачу указа Президиума Верховного Совета Союза СССр о награждении учителей орденами и медалями Советского Союза. За успешную и самоотверженную работу по обучению и воспитанию детей школ Коммунистической Федеративной Советской Республики наградить орденом Ленина Максимова Петра Кузьмича, учителя 43-й школы, город Свердловск, Мартынову Варвару Васильевну, директора школы номер 1, город Шатры, Майорову Веру Сергеевну, учительницу школы номер 3, город Касимов, Милютину Веру Николаевну, учительницу школы номер 9, город Ленинград, Насеткину Марию Семеновну, директора школы номер 5, город Казань, Николаеву Наталью Петровну, учительницу школы номер 1. Здравствуйте, дети. Садитесь. Спасибо. Садитесь. Сегодня я принесла ваше сочинение. В общем, я довольна вашими работами. Особенно порадовало меня хороший язык и глубокий подход к теме. Павел Шелыгин. Да. Эпиграфом к своему сочинению он взял горскую пословицу: «Мир держится верностью друзей». Он рассказывает о дружбе великих людей Герцена и Огарева, Маркса и Энгельса, о дружбе великих вождей революции Ленина и Сталина, о том, как поддерживали они друг друга, как ясна была их цель, как свято верили они в победу и как передавали эти традиции дружбы молодому поколению.
Валя Воронова продолжает тему дружбы. Она пишет: завтра день слета старых друзей. Это был для нас большой праздник. Брак лишил нас этой радости. Но мы знаем, что все, кто учился в нашей школе, отметят в своем сердце этот день дружбы. Ты права, Валя. Я получила много писем с фронта от бывших учеников нашей школы. Они просят только, чтобы слет старых друзей мы провели вместе в День Победы. Он скоро придет, этот день, дети мои. Копытов! Здорово, шалыги! Здравствуй! Откуда? Из Берлина, Коля! Здорово, Цыганков! Откуда прибыл? Здорово, Толя! Из Вены! Иди сюда! Сережа, Миша же. Сколько орденов. Да разве так можно? Усы. Для солидности, Варвара Васильевна. Мальчик ты мой. Ради девочки. Здорово, Иван! Где был? Прости, где не был. Последнее письмо я написал вам из Будапешта. Я получила. А теперь куда вы? На Игарку. Я еду к Свердлу. Архитектурный. Это, по-моему, самая интересная агрономия. Я иду в Москву, в Тимирязев. Что вы собираетесь делать после окончания школы? Папа настаивал, чтобы я поступила в геологический. Ну и что вы решили? Мне хотелось бы уехать куда-нибудь очень далеко, обязательно в село. Я буду учить детей, как Варвара Васильевна. Разве вы не одобряете? Что вы, Ваня? Это прекрасно. Это прекрасно, дети мои.